Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.7.10. Сегодня у нас заключительная серия. И сначала я хотел бы рассказать про такой механизм, как молотилка, про который я забыл упомянуть, когда делал гайд по механизмам и предметам в этом моде. Так, значит, мы устанавливаем такую вот молотилку. Вот это у нас рабочая будет область с черепом. Дальше запитываем энергию. Здесь есть внутренний интерфейс, куда мы можем, например, уголь просто положить, либо можно какое-нибудь питание подать в RF энергии. Вот я подаю. Все, и у нас активируется, соответственно. Так, давайте возьмем какого-нибудь моба. Рабочая область у него 7 на 7. Вот я здесь ограничил заборами. Так, и сейчас он, по идее, должен активироваться. Все, вот видим, да, что он мобов убивает. Ну, то есть с помощью такого механизма можно себе какую-нибудь мобоферму сделать. Здесь он уже, видите, не работает в этой области. Вот. Какая-нибудь мобоферма. Ну, есть какая-то задержка, по всей видимости, да, то есть он не сразу иногда убивает. Вот. Ну, к сожалению, на том сервере, где я играю, штука запрещена, но у нее есть альтернативы. Например, Vendor Evo это Killer Joe. Там в Extra Utilities можно шип использовать алмазный, который я показывал, кстати, в прошлых видео по этому моду. Вот. Так, ну и значит, какие основные выводы мы для себя сделали в этой модификации, что здесь много очень классной брони, очень много классных инструментов, но все они поглощают огромное количество энергии, да, RF энергии, которую мы можем в принципе из других модификаций получать, вот, либо использовать, соответственно, хранилище, генератор энергии, дракониевый реактор и, соответственно, эта модификация, вот. Но здесь тоже нужно быть осторожным. Вот. И давайте посмотрим, что же может пойти не так, если мы что-то, соответственно, сделаем неправильно с вот этим дракониевым реактором. Для этого я, наверное, перейду на свою теру, на базу. Итак, я сейчас нахожусь на своей базе. Вот у меня дракониевый реактор. Вот у меня здесь энергетическое хранилище, да, уже которое почти заполнено. Давайте сделаю небольшой обзор своей базы. Вот у меня на самом верхнем этаже, значит, центр управления, да, всей моей базой на уровне 230 блоков. Внизу у меня здесь вот варп расположен, да, вот такой вот варп. Так, дальше у меня под землей, соответственно, технические этажи. Здесь вот у меня ботания, там мобоферма, фермы и, собственно, вот система с энергохранением и энергопроизводством. Ну, давайте теперь рассмотрим, собственно, сценарий, что может пойти не так, да, если мы что-то не то накрутим у себя здесь в дракониевом реакторе. Итак, первый сценарий. Вот, допустим, у меня уже тут энергия накопилась достаточно много. Мне нужно деактивировать мой дракониевый реактор, либо я хочу его просто куда-то переставить. Что мне нужно с этим делать? Ну, я либо, конечно, могу просто подождать, когда он постепенно охладится до 2000 градусов. Но к тому моменту уже с таким вот огромным выходом, да, более миллиона РФ энергии в тик, у меня уже может их, соответственно, хранилище переполниться. Тогда давайте попробуем, собственно, его деактивировать. Вот так вот, по нажатию кнопки. Какая здесь проблема может возникнуть? Дело в том, что у нас реактор начинает переставать уже производить энергию. Да, у нас резко начинает падать производство энергии. Но при этом энергию он сам потребляет. Это ему необходимо для того, чтобы производить вот эти вот щиты. Если энергии на щиты будет недостаточно, у нас произойдет взрыв. Вот, поэтому мы должны, перед тем, как деактивировать свой дракониевый реактор, должны убедиться, что у нас в хранилище достаточное количество энергии. Вот обратите внимание, сейчас у меня хранилище теряет энергию. Вот, видите? То есть, если этой энергии будет недостаточно, то реактор может рвануть. Вот, это, собственно, первый сценарий, когда что-то может пойти не так. Но, к счастью, у меня огромный, соответственно, запас этой энергии, поэтому у меня все должно пройти гладко. Вот, у меня сейчас идет насыщение энергии, соответственно, внутреннее хранилище, да. И когда здесь накапливается до 500 миллионов, я могу заново запустить. Вот. А если у вас этого запаса не будет, вы даже не сможете заново перезапустить свой реактор, да, чтобы запитать энергией, чтобы восстановить щиты. Вот такой вот может сценарий возникнуть. Так, ну давайте подождем, наверное, когда все это у нас снизится менее 2000 градусов. Итак, вот у нас сейчас уже скоро будет менее 2000 энергии, температура менее 2000 по Цельсию. Так, и, соответственно, у нас появляются такие вот окошки, где мы можем извлечь топливо. Так, нажимаем, вынимаем сперва такие остатки от пробужденных дракониевых блоков. Сколько у нас осталось? Еще вот у нас вот это осталось. Осколки, кстати, появились. Вот еще какие-то маленькие крошечные.
кстати, из них потом можно будет собрать большой осколок хаоса. То есть это у нас по сути какие-то остатки от топлива. Все, вот вроде бы мы охладили, вот ядро у нас уменьшилось. Давайте, кстати, попробуем его сейчас. Специально переключусь тоже в режим креатива, режим выживания. Заберем, это попробуем ядро, например, стафом. Ну-ка, все, вот я его поднял и могу, соответственно, куда-нибудь переставить. Так, ну и давайте наконец бомбанем этот драконьевый реактор. Какие у нас сценарии могут произойти, что, соответственно, произойдет взрыв. Ну, во-первых, сила сдерживающего поля может у нас упасть менее 25%, либо я слишком сильно перегрею ядро. То есть, либо здесь я слишком маленький параметр поставлю, либо здесь слишком большой, как бы, да, резкий нагрев ядра, и за этим процессом не услежу. Допустим, я поставил там себе выход, например, вот на 1 250 000 и пошел там делами заниматься и не обратил внимания, что у меня там перегрев ядра произошел. Вот пока что сила держащего поля хватает, но чем сильнее у меня нагревается, собственно, ядро, тем сильнее у меня падает поле. Я, конечно, могу это поддерживать вот здесь вот, да, увеличением этого сигнала. Ну, допустим, я ушел куда-то, либо наоборот, я слишком слабое поле выставил, прям на минималку куда-то. И тогда у меня поле еще быстрее начнет падать. По идее, с температурой более 8000 градусов процесс уже будет необратимый. Так, уже 8,5. Начало резко падать у меня сдерживающее поле. Так, и сейчас что-то будет. Все, у меня бабах. И что интересно, я уцелел. То есть драконьевая броня меня спасла, да? Так, сейчас мы подождем, когда прогрузятся блоки. Но мы видим просто какую-то огроменную дырень. Но что интересно, она больше, вот этот взрыв, он больше сработал именно по горизонтали, да, а не по вертикали. То есть по горизонтали сейчас уже навскидку у нас получилась дырка здесь, ну, давай сейчас прогрузим. Ну, где-то порядка, наверное, радиус 100 блоков получается по горизонтали. Так, сейчас все это прогрузим. Вот такая вот дырка у нас образовалась. Это у нас, видимо, из моря сейчас подтекает. Что интересно, не все блоки разнесло. То есть здесь вот осталось у нас чуть-чуть вот энергохранилища, драконьевые блоки. Чуть-чуть даже кусочек варпа уцелел. Отлично. По-прежнему функционирует у меня моба-ферма. То есть стабилизированные спаунеры почему-то сохранились. Не знаю, баг это или фича. Производит мне здесь мобов, ладно. Так, и по высоте, я думаю, ну где-то чуть больше 50 блоков получается, наверное, да? Или около того. То есть вот если у меня здесь на этом уровне где-то был реактор, вот до 70 он, соответственно, снял здесь макушку, а тут у меня вроде как все уцелело. И даже, что интересно, у меня получается сверху база моя выжила, да? То есть это такой получился подземный взрыв. Вот посмотрите, какая дырка здесь у нас. Вот такая дырка. Так, здесь у нас деревушка, кстати, была задела. Надеюсь, все успели эвакуироваться. Тут, в принципе, жителям им пофиг вообще. Их и не задело особенно. Вот это, соответственно, преимущество делать себе какую-то такую базу под землей. Если что-то пойдет не так, то взорвется только, соответственно, под землей все. Ну, выглядит впечатляюще. Вообще, вот такая вот воронка образовалась. Можно сюда, не знаю, какие-то экскурсии водить. Вот так это все выглядит эпично. И кусочек моего варпа тут вот остался. Вот, собственно, как выглядит взрыв от драконьего реактора. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы видео нового не пропускать. Рекомендуйте друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.